Всем привет на моем канале. Сегодня у нас в прямом эфире будет убийство. Ну, это не шутка, это почти так. Так что несовершеннолетним, беременным и особо впечатлительным просьба уйти от экранов, ну, либо переключиться на что-то другое. А еще зеленые защитники животных могут тоже там включить в себе «Мире животных» там, или клуб кинопутешествий. Но остальные продолжим. Сегодня у нас будет 1001 способ, как избавиться от крысы, вернее убить ее. Так что смотрите видео до конца, не пропустите важные моменты. Может быть, вам какой-то способ понравится. Сегодня, выходя на работу, увидел, что в одну из мышеловок, крысоловок, скажем так, попала крыса. Вот вернулся с работы и решил снять на эту тему видео. Давайте я вам покажу. Итак, вот у меня стоят крысоловки. Раньше я их дома ставил, в холодное время года они ныряют в дом залез, на кухню. Сейчас, когда тепло, они шарятся тут по территории. Вот первая крысоловка пустая, но она поменьше. Вторая вот большая. И вот, заорала аж. Попалась, выбрала большую она. Вот пока тепло, хочу вывести как бы тех, кто снаружи территории бродит. Потом же, когда похолодает, зимой поставлю на кухню. Утром сидела спокойная такая. Но сейчас я, естественно, подошел, она все вот бесится, видит человека. Ну, видимо, чувствует свою смерть. Кстати, сожрала все. Тут висело, хлебушек висел на крючке. И было еще 2 кусочка, лежало рядом. Вот типа вот как здесь. Вот. Ой. Так, сейчас надо это дело нам поднять. Ну, не одевать же рукавицы мои сварочные. Сейчас зацеплю проволочкой и подниму это дело. В принципе, у меня тут такая с палочкой, не палочка, а спица на ней есть. И вот за нее я и возьму. Твою мать, еще может укусить. Да иди ты, горит в воду. Да, надо чем-то подцепить. Укусит же, сволочь. Они же заразные еще, тем более. Так, еще одна попытка. Вот. Сейчас я вот за эту штуку и подниму. Так, ну давай, проволочка, заходи. Во, как дрыгается-то, ё-моё. Я представляю, какая агрессивная сволочь. А залезать ко мне домой и жрать все, и портить продукты, это нормально? И портить стены мои, грызть цемент даже. Так, ну, извините, сори, не могу попасть туда. По-моему, проволочка моя толстая. Так, я вот здесь зацеплю. Да, вот так. Вот, поднял корзинку эту. Ох, как она бесится. Сейчас поставим куда-нибудь. Можно посмотреть будет. Вот. У меня тут собака живет, Вахтельхунд. Туман зовут его. И к нему крысы раньше приходили, жрали, доедали пайку. Ну, я сейчас, он поест вечером, я как бы пайку убираю, там остатки, крошки. А тут даже ежики приходили. Ну, ежик, ладно, там пришел, поел, ушел. Туман его, правда, потом дербанит. Ежика. А вот крыса может тоже заразу занести в миску. Туман, в принципе, крыс тоже учует и начинает там искать, бегать, ловить. По полям бывает. Бегает там, мышей ковыряет, в норках. Но охотничья собака все-таки. Вот она, сволочь. Да, Туман? Туман. Что мы с ней будем делать, а, Туман? Туман, что будем делать с ней? Туман, тихо, не буянь.
Мы ее убьем, не бойся. Господа, как вы предлагаете мне с ней поступить? Пожалуйста, поставьте видео на паузу и напишите в комментариях 1001 способ избавления от этой твари. Ну и избавиться можно по-разному, там, выпустить, накормить и выпустить, как говорится, там, утопить, расстрелять, убить током, смертельную инъекцию сделать и так далее. То есть, welcome, как говорится, пишите комментарии. Ну а мы продолжим дальше. Вот видите, сожрала все, и куда только лезет. Потому что утром выходил, еще хлебушек был. О, ищет дырочку. Да хрена ныть тебе. Она хорошая мышеловка, крысоловка. Она хорошо блокирует. Потом, когда избавимся от этой твари, я покажу, как работает эта крысоловка. Самое интересное, что сколько не стало всяких крысол, ну, обычно такие типа мышеловок, только побольше, как бы для крыс дома. И приманку привязывал, там хлебушек, там сыр, там кусочек сальца. Привязывал. Нет, стащит приманку. Остаются вот эти завязочки, там всякие там проволочные разные у меня были. И мышеловка не срабатывает, крысоловка это. Как? Ума не приложу. Дурдом. Пару раз заходил на кухню и видел, крыса как ломилась, блин, из одной стороны в другую. Причем вот эта крыса, ну она тут, ну на вид так, ну сантиметров каких, наверное, 18-17. Ну минус хвост, конечно. А были такие, что реально крыса была раза в 3, наверное, больше вот этой. Представляете, то есть маленький котенок, можно сказать, по размеру. Вот так. Да, туман. Сволочь это, а не крыса. Ну, что будем делать? Накормим и отпустим? Голосование. Может, утопим? Может, с винтовки стрельнем? Может, привяжем и под машину положим? Проезжающие на дороге. А, у меня тут еще поезда ходят, железная дорога рядом. Можно на рельсу привязать. Раскатать в блинчик. Кстати, можно на дроне запустить. У меня дрон есть. Mavic 3. Поднять на высоту километра. Дрон поднимается и выше. И есть у меня сбрасывающее устройство. И отцепить, и с километра она сделает свободное падение без парашюта. Я хоть и бывший десантник, спецназовец, но парашюты у меня всегда открывались. А у нее не откроется. И тоже чмэк, и все. Ну, первый вариант накормить и отпустить отпадает сразу. Я как бы не из зеленых. Я этих тварей уничтожаю и буду уничтожать. Это разносчики инфекции и плюс портят все наше человеческое. Как они только, блин, зародились. Да, Туман? Туман, иди сюда, у тебя там что-то сидит на носу. Иди сюда, Туман. Иди сюда, тихо. Сидеть. Хоп. Такой, ну, типа овода на носу сидел. Жрал моего туманчика. Туман, кто это такой? Туман. Кто это? Туман. Туман. Ну, можно как вариант еще занести домой. У меня дома сиамская кошка. Туман, тихо, не бесись, Туман. Фу, тихо. Сиамская кошка у меня дома. Ну, еще, ну, с натягом можно назвать кошкой. Котенок. Котенку сколько же? Так, сейчас у нас май. Ну, 3 месяца, чуть больше 3 месяцев.
так еще маленькая. Вот вырастет, будет ловить таких. Сиамы очень хорошие охотники. Ух ты какая, ищет дырочку. Да хрен тебе, это железное все, не перегрызешь, у тебя зубы сломаешь. Ну, господа, вы в комментариях написали уже, что делать с этой тварью, с крысой? Если у экранов еще сидят зеленые, то вы, в принципе, можете указать свой адрес, и я вышлю почтой вам. Будет у вас как домашнее животное. Хотя вряд ли она доедет до вас почтой. Ну, два варианта. Либо она прогрызет посылку и вылезет, ну, либо уже придется в сонном виде. А самое интересное, если она прогрызет посылку где-нибудь в самолете, в багажном отсеке, и вылезет в пассажирский этаж, на багажном отделении внизу, а наверху пассажиры сидят, и наведет там шороху. Я представляю, какой коллапс будет в воздухе среди пассажиров. Визги, писки, слезы. Это не ручная крыса. Да, туман? Да, туман, да, туман. Жарко тебе сегодня, жарко. 30 градусов почти. Потом покупаем его. Ну что мне делать-то с тобой? Говори уже сама хоть. Легкую я тебе смерть не готовлю. Да, ищи дырочку. Везде дырочки, но маленькие. Нигде ты не пролезешь. Дверца плотно заблокирована такой штучкой. Очень классная мышеловка, крысоловка. Всем рекомендую, если найдете где. Я покупал на joom.com. И есть меньшего размера, как я уже там показывал вам. И вот эта самая большая. Та меньшего размера, она более хлипкая, как бы такая. Это такая, и металл покрепче. И запорное устройство у этой самой крысоловки лучше. Потом покажу вам сравнение той крысоловки и этой. У той, дверца может не заблокироваться и может вылезти. Это уже стабильно всегда блокируется дверца. Господа, предлагаю застрелить. Как-то пули жалко. Во-первых, не сколько жалко самого боеприпаса, сколько жалко крысоловки. В дербадан придет в негодность. А взять крысу и привязать к чему-нибудь и выстрелить, это вариант. Но как ее взять в руки и привязать? Можно взять, конечно, сделать усыпляющий укол, но как ее сделать, этот укол, если она бесится и бегает по клетке? Так бы сделал укол, все, привязал бы по-тихому, она очнулась, и потом уже можно выстрелить. Так что этот вариант отпадает. Может тебя убить током? Кстати, у меня была мышеловка электрическая, там больше 20 тысяч вольт, около 25, по-моему, было, там инструкция написана. Она как на батарейках, так и можно было в сеть через адаптер включить. Но что-то перестало работать. Наверное, я на нее поймал штуки 3 крысы. Мыши были и крысы были. То есть там такие пластины в этой в мышеловке такой. Ложишь там приманку, и разная полярность на пластинах, она там лапами наступает, и все, хоба, и 25 киловольт готово. Потом что-то начало эта крысоловка у меня глючить, и включаешь в сеть, но она у меня зарядники работала. На батарейках, кстати, надо было попробовать. И гудит, и потом врубается защита, типа что-то там коротит. Так что я ее, в принципе, выкинул. А вообще, бывалые электрики говорят, что крысы чувствуют электричество и не подходят.
Но вот мне удалось 3 штучки поймать. Электрики говорят так. Очень много случаев, ну, когда вот электрошкафы открываешь, и там провода все погрызаны. Причем погрызаны заземляющие, нулевые, а фазовые оставленные. За редким исключением бывает там, может быть, один случай в пару лет, когда крыса погибала, причем она случайно там где-то ползла и хвостом там задела за фазовый провод. А так никогда не убивал их током. Так что вот так по электричеству. Так что если надумать покупать электрические крысоловки, не советую. Вариант очень слабый, что вы поймаете, вернее, поймаете и убьете там мышь или крысу. Есть разные крысоловки, там еще там делают ведро с водой, там дощечка на ведро на этой там и крутящаяся какая-нибудь самая приспособа такая с приманкой, на которую они наступают, и то, что приспособа крутится, эти твари падают в воду, и, ну и короче там какое-то время барахтаются, потом тонут. У меня как бы не сработало, ставила я такую, ни одна тварь не залезла на это дело. Не подписалась, короче. Ну что, можно еще как бы закопать живьем. Кто за это? Голосуйте в комментариях. Во-первых, закапывать придется опять же с клеткой. Потому что вынуть ее нереально. Иначе мне только сварочные рукавицы надо придется одевать, чтобы ее взять. Ну и, блин, как засунуть руку туда, даже в рукавице в сварочной, потому что она в любую щель сразу же выскочит. Да и как закапывать, когда одной рукой ты ее держишь, другой закапываешь. Они же тоже там, ну, какое-то время им хватает, все-таки воздуха будет пытаться выбраться из земли. Так, что еще можно? На дроне можно, да, как я уже говорил, запустить. Но опять же, надо прицепить к дрону. Но не кидать же вместе с клеткой. Так, можно просто вот голодной смертью. О, неплохой вариант. Оставить вот здесь на солнце, и она умрет голодной смертью. Короче, превратится в мумию. Мумию. Кто за этот вариант? Я понял. Так, еще вариант. Наехать квадроциклом. Вот у меня там стоит. Поставить на землю и наехать колесом. Раздавить. Кто за этот вариант? Нет, не хочу курочить крысоловку. Так, вот там у меня железная дорога в конце. Можно на нее. Но опять же с крысоловкой. Либо надо ее как-то вынуть. Нет, отпадает. Что еще? Ребята, подскажите в комментариях. Можно устроить крематорий. Кто за этот вариант? Поднимите руки, голосуем. Как у нас в парламенте. Вот у меня, кстати, стоит такой чудо-печь летняя. Я в Казани готовлю здесь. Ну, вот эта крышка, конечно, убирается. И там я казан ставлю и растапливаю. То есть, ну, туда она, в принципе, не войдет вместе с клеткой. А, кстати, вот сюда на трубу можно поставить клетку и затопить. Не, ну это получится уже как гестапо. Как когда евреев, эсэсовцы, гестаповцы убивали в этих душегубках, так называемых душегубках. Загоняли людей, заводили машину, ну, в фургонах такие у них были, заводили машину, из выхлопной трубы шел газ, там по шлангу внутрь, в кунг в этот, и люди погибали, задыхаясь угарным газом. Вот, а тут не только она от этого самого от угарного газа, но и от жары, короче, ну, прикажет долго жить. Успокоилась, не орет уже. Видимо, привыкла уже ко мне.
Но тем не менее она не ручная. Туман, что мы будем делать с этой тварью, а? Туман, расскажи. Ну скажи, ты же умеешь говорить на собачьем. А, Туман? Туман, да, Туман ты мой хороший. Да, да, да. Да. Да, Туман, да. О, аж позирует. Вымаливает прощение. Ну, я не президент, поэтому прощение подписать не могу, уж извини. Будет казнь. Через повешение, да? Кто за этот вариант? Голосуем. Понял. Господа, по-моему, остается последний вариант. Это смерть через утопление. Как там еще есть поговорка: спасение утопающих, рук самих утопающих. Но она это не сможет сделать. Итак, я пошел готовить все для казни. То есть сейчас будет в прямом эфире казнь через утопление. А пока реклама. Господа, есть у меня такое большое 50-литровое, ну не ведро, а тазик. Я в нем обычно виноград самое готовлю для вина. Как бы в нем не хочется проводить казнь, потому что это, ну, во-первых, потом мыть, во-первых, потом это все время будет вспоминаться. Вино будет испорчено, даже мыслями. Поэтому я вот прикатил вот такую тачку. Она у меня уже несколько лет, но, по-моему, особых дырочек нету. Так что вода отсюда не вытечет. Я сюда помещу клетку, вот эту, вместе с животным. И мы откроем шлюзы и сделаем смерть через утопление. Так, приступаем. А то палач уже заждался. Так, забираем нашего подсудимого. Так, вот так будет лучше. О. Как там было в мультфильме «Входит и выходит»? Идеально вошла. Туман, ты не попрощался еще с крысой-то? Давай я тебе сделаю доступ к телу. А то как-то не по-христиански получается. Хоть я не христианин, предпочитаю буддизм. Туман, вот. О, Туман. 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 А, Туман. Туман. Кто это? Туман. Кто там? Морду не суй, Туман. Да, Туман, да, Туман. Это крыса, Туман. Ты же знаешь, что это крыса. Да. Все, попрощался, Туман? Отлично. Ну все. А, подсудимому еще можно последнее слово дать. Но она, блин, на человеческом-то не говорит. А крысиный я не понимаю. И не хочу понимать. Правда, есть такая поговорка, не знаю, надо знать язык врага, но не в этом случае. Все, посмотри последний раз на свет белый. Приступим. Так, сейчас я принесу шланг. Водичка. Правда, сейчас польется не совсем холодная. Шланг протянут по земле. И порой я тут тоже поливаю огород. И первое время просто выпускаю, иначе вода просто обжигающая горячая. Вот как-то так.
Ну что, господа, я принес шланг. Сейчас мы включим воду. Вот. Ух ты, как забегало-то. На, охладись немножко. Это жарко на солнышке все-таки. Вот так будем набирать воду потихонечку. Так, подвинем сюда. Так, видно вам? Да, видно. Ну, хоть напейся перед смертью, чтобы на тот свет уйти напитой. Ну и ты, поевший, само собой, съела столько хлеба. То есть не голодная уйдешь. Так, господа, пока это дело набирается, не забудьте нажать колокольчик при подписке, ну и само собой лайк поставить. Так, что я хотел сказать? Ну да. Подписавшись, не забудьте на белый колокольчик нажать, чтобы не пропустить следующее видео о казни. Казни будут разные. Еще просьба, напишите в комментариях, какие бы казни вы хотели бы увидеть. Я постараюсь выполнить ваши просьбы. Убивать мне не привыкать. Ну, как убивать в кавычках, скажем так. Я как бы в прошлом офицер российской армии. Участвовал в различных боевых столкновениях, на горячих точках нескольких был. Так что на моем счету есть там достаточно много же духов. Как говорится, свое кладбище есть. Чувствую, сейчас посыпятся гневные комментарии, да чтоб ты сдох там и т.п. и т.д. Да, хрен вам в уши, как говорится. Я живее всех живых. Схватилась лапками. Самое интересное, у нее, как и у нас, такие же пальцы. Сколько их там? 4? 4, да. Нет, 5. Как у людей, да. Все как у людей. Один маленький и 4 больших. Вот уже вода заполняет полностью, почти. Еще чуть-чуть и все. Я включил на полный напор, чтобы вам долго не ждать. Так что тачка уже почти полностью заполнена. Ну, как наполовину, конечно, но клетка уже почти полностью плавать. Осталось тут 2,5 сантиметра. Вот она уже все заплавала. Сейчас наполнится водой и выключим воду. Извините, господа, пришлось казнь отложить, поставить на паузу, как говорится, потому что сели батарейки в ресивере. Ну, у меня звук передается по воздуху в камеру через вот такие устройства. Я смотрю, она занырнула, но она живая там еще. Периодически выныривает подышать. По-моему, она сейчас наглотается воды.
даже не надо ее наполнять водой дальше. И, короче, уйдет в свой крысиный мир. Сейчас посмотрим. Так, вот она. Еще живая. Интересно, всплывешь ты еще напоследок и глотнуть воздуха или нет, уже все. Вода еще не дошла до конца, осталось 2 сантиметра, но тем не менее она перестала бороться. Видимо, смирилась, что смерть неизбежна. Это как коты тоже, когда чувствуют смерть, они уходят из дома и умирают. Вот как-то так. Кстати, я не знаю, у нее тут вот... Так, сейчас видно будет, нет? Нет, наверное. Тут отражение идет. Короче, у нее на спине, ну, часть шерсти как бы немножко так выдрана или непонятно чего. То есть, либо там что-то сидело там, типа клеща, либо еще что-то. Либо они, ну, скажем так, она подралась, вернее. Или это он, кто, не знаю, он или она, трудно сказать. Ну и не хочу даже узнавать. Подралась со своими собратьями, скажем так. Так, потрясем-ка клетку. Живая, нет? По-моему, все. Да, все. Как у нас говорят, 200-й. На всякий случай еще подержим пару минут, потому что кто ее знает, она может очухаться. Всякое бывает. Это как рыбы в анабиозе тоже. И эти самые лягушки. Вроде мертвая, а на самом деле нет, живая. Есть рыбы такие вообще превращаются, ну, вообще, ну, сухую такую, непонятно во что там. Поливаешь мне прям водичкой и прям на глазах оживает. Подождем немножко. Ну что, я выждал пару минут. Я думаю, уже не оживет. Можно вынимать. Будем выпускать. Вот сюда. Так, обещал вам показать блокировку клетки. Вот есть такая, не знаю, как это назвать, такая приспособа. Она, в принципе, вот так тут цепляется. Не цепляется, а опускается. И, вернее, сейчас я покажу. Нет, давайте я потом, когда камеру установлю, покажу. Так, мне надо вот эту приподнять. Тогда блокировка снимается и можно открыть дверцу. Ну и просто высыпем эту тварь на землю. Есть, упала. Вот она. Смотрите, зеленая, если кто еще остался у мониторов. Какие зубы-то. Так, что нам теперь делать? Господа, подскажите. Напишите в комментариях, поставьте на паузу видео, напишите в комментариях, что дальше делать. Устроить крематорий, сжечь трупик, закопать и поставить крест, но она же не православная. Я не
не буду заморачиваться. Я просто ее выкину. Да, Туман? Туман. Смотри, будем выкидывать эту тварь. А, Туман? Туман, да, Туман. Что ты ходишь вокруг? Это же все, жмурик, Юля. Видишь? Туман, это жмурик. Что ты там нюхаешь? Вот, это жмурик, Туман. Ему же интересно даже, она не живая. Так, зацепим на лопату этот трупик и отнесем. Так, зацепил. Глаза-то открыты. Страшно было? Ну, я думаю, да. Они же считаются умными. Ну вот, пойдем. Просто выбросим за пределы участка. Можно, конечно, вот сюда выбросить в пруд, но не хочу захламлять свой пруд, хотя он и так захламлен. Дойдут руки вызвать экскаватор, трактор и засыпать это дело, вот ту горку тоже сравнять, и будет хороший участок. Ну, деревья само собой попилить. Ну что, пока я несу этот трупик, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на канале в плане смерть в онлайне. Вот сейчас дойдем до предела участка, и там мы ее отпустим. Пускай идет куда хочет. Вот туда, через забор ее. Но парашютистка все, упала. Ну, проходящие собаки, я думаю, может быть, и учуют. Господа, вы подписались на канал? Колокольчик нажали? Лайк сделайте обязательно. Ну а тем, кому интересно, как работает эта крысоловка, сейчас я покажу. Итак, господа, устройство этой крысоловки, мышеловки. Все делается просто. Вот тут есть такой крючочек, болтается, привязанный здесь. Я думаю, вам видно все-таки, хоть и солнце отсвечивает. Сейчас я повешу на него хлебушек, кусочек. Лучше это дело делать, в принципе, в перчатках. Крысы чувствуют человека, запах. Но я думаю, через пару дней выветрится. Может, даже уже сегодня. Ну и еще мы забьем самый запах подсолнечным маслом и пьем. Так, мусор немножко уберу. Вот, хлебушек повесили. На крючок подальше задвинуть. Так, еще я положу пару кусочков туда, вовнутрь. Ну, самое стандартное это хлеб. В принципе, лучше сальцо или копченое мясо или колбаска копченая. Это вообще будет идеально. Так, дверца вот так вот она откидывается, она подпружинена. И тут вот есть такой, ну, как сказать, шпингалет. Пропускаем через вот эту самую проволочку. И вот накидываем. И здесь слегка зацепляем за крючочек. Сейчас я покажу поближе. Вот крючочек. Там висит хлебушек. Блин, у меня солнце в дисплее отсвечивает и как бы не особо вижу. Так что мне тут мешает, ничего не мешает, не мешает. На солнце подвину. Так, как только хлебушек там пошевелился,
слетает с крючочка вот эта направляющая проволока, которая держит всю крышку. Вот сейчас отцеплю. Вот она слетела, крышка захлопнулась и опустилась вот эта вот штучка, тоже сделана из проволоки, запирающее устройство, скажем так. Оно вот на таких как бы салазках. Все опустилось, и теперь крышка дверца не открывается, потому что заблокирована вот этой проволокой. Все, крыса не вылезет. В этом плане очень классно сделано. Так, сейчас я все назад установлю. Поставим на боевой взвод. Ну, сначала надо полить немножко украинским подсолнечным маслом хлебушек. Буквально там пару капель. Надо было сначала капнуть, а потом уже закладывать туда. Еще эти, как твари, крысы, мыши любят пивко. На пиво идут только так. Поэтому можно слегка пивком полить. Тоже пару капель. Ну, пиво-то как бы имеет соло, там хлебное такое. Не зря же там в бане бывает, подкинешь на каменку и хлебом запахло. И вот они на это тоже идут. Падки на это дело. Все. Как бы приманка заряжена по полной. Ставим на боевой взвод. И можно идти опять ставить на прежнее место дислокации. Желательно, конечно, как я уже говорил, в перчатках. Так, отставим в сторону. Покажу вам следующую маленькую крысоловку. Принцип тот же. Также это дело у нас блокируется. Вот такая дверца. Тоже, но сразу за крючочек. Тут нет такой этой самой проволочки-палочки. Сразу за крючочек. И как только она с крючочка срывается, у нее есть... Сейчас я камеру поднесу поближе. Здесь есть такие... Как назвать? Не такие. Вот такой вот. Видно там... Блин, у меня все на солнце отсвечивает. На солнце ярко. Вот такой крючочек. Он, в принципе, должен защелкиваться за вот эту нижнюю полосочку. Но так как, видимо, может быть, пружины слабые, фиг его знает. Вот, ну в этот раз защелкнулось. Чтобы отщелкнуть, нужно вот тут поднять шпингалет такой небольшой. У меня пару раз на кухне срабатывало. И смотрю, дверца-то не заблокирована. Может быть, крыса вылезала. Сейчас проверю еще раз. Видите, она не заблокировалась. То есть надо что-то делать. Будет подправить ее. Не заблокировалась. Вот это минус. В принципе, даже нет смысла ее ставить. Но сейчас заблокировалась. Видимо, надо вот этот шпингалет там подрегулировать будет. Ну вот как бы так, обзор вот этих крысоловок. Видите, они по размеру отличаются. Это более хлипкая такая пришла. Блин, еще помята немножко была. А вот та большая просто конкретно жесткая. Вот смотрите, по размеру они отличаются. Так, солнце у меня не вижу. Вот. Так что, если есть желание, на joom.com можно купить. Там, в принципе, русскоязычный тоже сайт. Можете выбрать русский язык, интерфейс русский и заказать себе. Очень хорошая вещь. Я, в принципе, доволен крысоловками этими. Вот так как-то. Ну что, господа крысоловы, и не только крысоловы, все зрители, кто все-таки досмотрел мое видео до конца. Всем удачи, всем пока. На вашем поприще борьбы с крысами, с мышами. Смотрите следующее видео. Пока.